Сейчас в Южном Китае ученые обнаружили древние леса с животными и растениями, которых считали вымершими. В нескольких карстовых воронках, спрятанных в глубине гор на фоне холмистых южных районов Китая, инженеры наткнулись на нечто невероятное, едва веря своим глазам. Это было настолько глубокое отверстие, что казалось, оно поглощает саму землю. Когда они, наконец, достигли его дна, их ожидало не руины и не камни, а нечто настолько удивительное, что потрясло бы весь мир. Отверстие, которое не должно было существовать. В начале 2022 года группа инженеров проводила обычное геологическое обследование в уезде Ляйя, провинция Гуанси, Китай. В ходе спутниковых сканов команда заметила нечто странное – огромную впадину в земле. Она была значительно больше и глубже всего, что они видели в этом регионе. На первый взгляд это казалось просто ямой, но вскоре оказалось одним из крупнейших геологических открытий за последние годы. Местные жители давно называли эту загадочную яму «Рот небес». В них ходили легенды о том, как птицы исчезали, пролетая над этим местом, и о холодном ветре, дующем из глубин. Многие начали сомневаться, есть ли в этих старых рассказах хоть доля правды. Когда инженеры прибыли на место, они были ошеломлены. Карстовая яма была огромной, около 306 метров в длину, 150 метров в ширину и почти 200 метров в глубину. Чтобы представить ее размеры, достаточно вообразить 60-этажное здание, которое легко можно поместить внутрь этого отверстия. Это одна из крупнейших карстовых ям, когда-либо обнаруженных в мире. Сверху она оказалась бесконечной. Даже при дневном освещении дно было покрыто полной темной пеленой тьмы. Команда пыталась исследовать ее при помощи дронов с камерами и подсветкой, но все попытки были неудачными. Как только дроны опускались достаточно глубоко, связь терялась, а камеры не могли запечатлеть ничего в этой черной темноте, словно сама яма отказывалась отдавать свои тайны. Тем не менее, ученым нужно было понять, что скрывается там внизу. Опасно ли это? Может, яма может обвалиться или повлиять на близлежащие деревни? Чтобы выяснить это, инженеры решили слить воду, скопившуюся внутри. Это было сложной задачей. Они использовали мощные промышленные насосы для постепенного удаления воды и применяли современные сканеры для картирования подземных стен по мере снижения уровня жидкости. Что начиналось как обычная геологическая проверка, вскоре превратилось в масштабную научную экспедицию. В работу подключились эксперты со всей страны, включая ведущих ученых Чжэцзянского геологического управления, экологов, специалистами по пещерам и геологами. Все стремились понять, что же может содержаться внутри этого странного отверстия. Чтобы понять, как возник этот скрытый мир, нужно разобраться в причинах образования такого огромного отверстия, в процессе, который едва ли можно было представить как Земля, пожирающая сама себя. Южный Китай, регион Гуанси, расположен на уникальной геологической породе. Это массив известняка, который медленно растворяется со временем. Здесь преобладает известняк, иногда встречаются доломит и гипс. Эти породы не стоят. При дожде вода, смешавшись с углекислым газом воздуха, образует слабую кислоту. В течение тысяч или даже миллионов лет эта немного кислота проникает в трещины породы и растворяет ее, создавая пещеры и карстовые образовывания. Этот процесс называется карстообразованием, при котором раскисление и вымывание пород формируют неровную поверхность с обрывами, пещерами и ямами. Подземные реки и потоки прорезают глубокие туннели и пещеры, некоторые из которых могут вместить целый квартал города. Такая активность делает надземные участки опасными. Когда потолок пещеры становится слишком тонким,
он обрушивается, оставляя после себя гигантскую яму – Тянь, что в переводе означает «небесные ямы». Они гораздо глубже и круче обычных карстовых воронок и зачастую имеют в основании свои маленькие леса и уникальные растения. В Гуанси таких гигантских карстовых образований больше, чем где бы то ни было в мире, потому и называют этот регион столицей карстовых провалов Земли. Самое известное – это небесная яма Шиа, крупнейшая из обнаруженных. Но недавно ученые обратили внимание на другое удивительное место – недавно открытый Тянь в уезде Ляя. Он не самый крупный, однако обнаруженные внутри находки поразили специалистов. Когда инженеры начали изучать пруд, они поняли, что это часть более крупной подземной сети. Доказательства свидетельствовали о том, что древние реки, протекавшие раньше по поверхности, давно переместились под землю и продолжают размывать породу внизу. Современные технологии, включая высокоточные сканеры и буровые установки, подтвердили, что известняк вокруг ямы все еще движется. Яма продолжает расти. Каждый дождь способствует растворению породы и медленному расширению подземной впадины. И вдруг стало ясно то, что никто не ожидал. Приборы, установленные глубоко внутри, зафиксировали необычно высокий уровень кислорода, гораздо выше нормы для глубоко расположенных замкнутых сред. Обычно воздух в таких условиях исчезает, становясь насыщенным углекислым газом и бедным кислородом. Но здесь ситуация была иной. Высокий уровень кислорода означал, что внизу что-то его производит. Скорее всего, растения, совершающие фотосинтез. Этот один признак полностью изменил восприятие. Он указывал, что в нижней части этого гигантского карста скрыт целый микроскопический мир, полная экосистема, созданная природой. И команда была готова обнаружить, что именно прячется там внутри. Спускаясь вглубь, команда отправилась в неизведанное. В мае 2022 года, после недель тщательного планирования, на краю гигантской ямы собралась совместная группа – высококлассные инженеры, опытные исследователи пещер и биологи. Их миссия заключалась в первом в истории погружения человека в загадочную глубину Тянь. Риски были высоки, ведь никто точно не знал, что ждет их в этом бесконечном провале. Каждое устройство, каждый участник операции и любой шаг были тщательно подготовлены для максимальной безопасности и научной ценности. Через несколько часов медленного подъема они достигли дна примерно 192 метра ниже поверхности. Там грунт был не твердым камнем, как ожидалось, а покрыт толстым влажным слоем почвы. Он чувствовался живым под их ногами и явно свидетельствовал о наличии жизни, даже в этом темном, изолированном мире. Их приборы зафиксировали следы кислорода, влаги и органических элементов, что подтверждало, тут действительно что-то растет и развивается. Что именно? Когда они подняли свет и осветили почву, они были ошарашены. На сцене перед ними не было просто карстового провала. Они ступили в тайный мир, скрытый веками. Особенность этого скрытого леса – его неповторимая собственная погода. Плотный навес из листьев и ветвей создает микроклимат, словно миниатюрный собственный погодный пузырь. Внутри этого пузыря воздух влажный, прохладный и туманный, идеальные условия для круглогодичного роста растений, которые получают достаточно света и влажности. Тут можно почувствовать себя так, будто внутри природного теплицы, созданной сами лесом. Инженеры были в восторге. Они полагали, что этот изолированный лес может стать домом для множества неизведанных видов – растений, грибов, насекомых, никем ранее не наблюдавших или изучавших. Так как этот лес был отрезан от внешнего мира долгие годы, эти виды могли эволюционировать по своим уникальным законам. Возможно, это всего лишь реликты древних эпох.
уникальные в своих генах. Такой лес, словно живой музей древней Земли. Особенностью, которая еще более усиливала впечатление, было то, как в этот лес проникал свет. Несмотря на глубину ямы, немного солнечного света все же проходило сквозь отверстие сверху, создавая идеально сбалансированный светотеневой режим на лесной опушке, так чтобы растения могли расти высокими и крепкими, получая достаточно света, но не получая его слишком много. Чем глубже исследователи проникали в зеленый лабиринт, тем более удивительным становилось открытие. Они нашли ручейки воды. Значит, эта экосистема была полностью самодостаточной. У нее был источник воды, собственный микроклимат Мамукамот и уникальные формы жизни. Это был целый мир, запечатанный во времени, скрытый под землей. Это природное чудо породило множество новых вопросов. Как такое огромное и живое место смогло оставаться скрытым при полном отсутствии внимания? Какие тайны оно еще хранит? И чему может нас научить его существование о прошлом Земли и невероятных мощностях природы? Геологическая загадка. Когда команда прибыла в исследуемую зону, ученые сразу заметили необычное строение стен внутри ямы. В отличие от большинства карстовых образований, где стенки неровные и рваные после обвала, здесь они были гладкими и почти отполированными. Казалось, что порода была тщательно сформирована, а не разрушена, и это было очень важным моментом. Быстрый обвал оставил бы грубые и неровные края, а гладкие стены свидетельствовали, что форма сложилась медленно за долгое время под действием протекающей воды. Ученые стали собирать информацию. За века дождь смешивался с углекислым газом, превращаясь в слабую кислоту, которая проникала в трещины известняка и медленно растворяла его, постепенно расширяя щели, превращая их в пещеры. Когда пещеры расширились, их потолки постепенно обрушились, уступая место огромной дыре Бьонмия, той самой яме, в которой сейчас находились. Это было не разовое событие, а результат тысяч лет эрозии, наглядное подтверждение того, как терпелива и мощна природа. Чтобы понять, что скрывается под землей, инженеры использовали сейсмическое оборудование, приборы, посылающие звуковые волны вглубь, создающие детальную картину того, что находится под поверхностью. Когда данные пришли, все были поражены. За основным отверстием оказались длинные туннели и более глубокие камеры, расширяющиеся за видимые стенки. Они поняли, что это не одинокая структура, а часть гигантской подземной сети, возможно, соединяющей реки и пещеры, простирающиеся на много километров. То, что было видно сверху, лишь вход в гораздо более масштабную и сложную систему. Далее команда взяла образцы воды из нескольких точек внутри ямы, чтобы понять, продолжается ли там движение воды или система уже неактивна. Анализы показали, что подземные воды остаются стабильными по химическому составу и продолжают перемещаться. Скорее всего, там все еще течет активная подземная река Ликока. Это было важным открытием, объяснившим, как растительность внутри ямы могла так хорошо существовать. Деревья и растения получали питание не только за счет дождя, но и из постоянного источника, богатой минералами чистой воды, что создавало идеальный баланс между геологией и живой природой. Однако одна тайна еще оставалась нераскрытой. Возраст леса на не сильнее ямы. Он явно выглядел древним, словно рос в одиночестве задолго до появления человека. Это натолкнуло их на мысль, что система ямы, вероятно, существует уже долгое время, может, сотни или даже тысячи лет, и юеральное ее существование бросало вызов представлениям о скоротечности формирования карстовых ландшафтов. Именно поэтому к проекту присоединился ведущий специалист по карстовым образованиям, старший инженер Института карстовой геологии Китайского геологического управления Джан Юаньхай.
Его участие стало ключевым. Юаньхай не просто эксперт. Он один из ведущих ученых в области карста, и его мнение было очень важным для оценки уникальности открытия. Когда Юаньхай прибыл к системе, он сразу понял, что эти входы несут в себе гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Он начал тщательное обследование, использовал камеры высокого разрешения и лазерные сканеры, чтобы составить точные карты внутренней части системы. Первое, что привлекло его внимание – 3 крупных пещерных входа, расположенные на разной высоте в скалах. На первый взгляд они казались просто темными дырами, прорезавшими породу, но Юаньхай понял, что эти отверстия – ключ к истории формирования этого места. Каждый из входов был сформирован водой с поразительной точностью. Края были гладкими и округлыми, неотличимыми от искусственной обработки, что свидетельствовало о длительном и постепенном процессе эрозии. Эти входы имели почти симметричную форму и показали явные следы постоянного, но очень медленного движения воды на протяжении тысячелетий. Верхний вход был самым широким, имел изящную натуральную арку, и в его стенах еще светились капли влаги, свидетельствующие о мощных потоках воды, текших под высоким давлением. Второй вход располагался чуть ниже и наклонялся немного к северо-востоку, где слои осадков, тонкие налеты, свидетельствовали о древних руслах рек, давно исчерпанных. Третий вход, самый низкий и крупный, находился почти у уровня пола системы. Его стены были покрыты минералами и выложены отраженной слабой подсветкой, в которых угадывались отложения, оставленные водой. Датчики зафиксировали постоянный поток свежего холодного воздуха, исходящего из этих входов, сопровождаемый химическими следами влаги и органики, явные свидетельства того, что система все еще активна. Стандартные измерения с помощью приборов подтвердили, 3 отверстия в стенах функционируют и сейчас, формируя часть непрерывного геологического процесса. Не было никакого признака застойных условий или закрытых камер. Наоборот, доказательства свидетельствовали о наличии связанной сети туннелей и подземных пустот, соединяющих эти входы между собой и уходящих вглубь. Для Юаньхая это было революционным открытием. Его знания позволяли понять, что эта система не просто случайное разрушение пород, а сложная, живущая форма геологической структуры, которая постоянно изменяется и развивается. Он пришел к выводу, что эрозия и вымывание пород продолжаются, и, возможно, даже более активно, чем раньше. Юаньхай и его команда решили дополнительно взять образцы воды и грунта внутри пещерных входов, чтобы понять степень их активности и наличие живых организмов. Анализы показали, что воды в системе остаются химически стабильными и постоянно движутся, а значит, внутри существует активное подземное русло. Экосистема внутри системы получается замкнутой, живой, многослойной. У нее есть собственные источники энергии и питания, что делает ее одним из немногих природных подобных объектов на Земле. Это открытие кардинально меняло все понимание о геологических процессах и об их возможных связях с биологическими системами. Юаньхай сделал вывод, что эта система скорее живая, дышащая структура, которая может существовать и меняться десятилетиями или даже веками. Ее стабильность и активность давали надежду на дальнейшие исследования и более глубокое понимание процессов формирования и эволюции подобных природных образований. Но и тут возникла проблема. Через 2 недели после этого открытия, по сообщениям с места, стало ясно, что некие незаконные строительные работы вновь начались вблизи системы. Юаньхай сразу отправился туда и увидел. На краю ямы стояли грузовики, рабочие перемещали оборудование,
Слышался гул машин. Были натянуты новые строительные леса и вышки. Он понял, что кто-то активно пытается использовать это место для своих целей – застроить или разрушить древнюю систему. Он приказал немедленно провести новые сканирования. Используя дистанционные дроны и камеры, он обнаружил, что в стенах появились новые трещины и разломы, а некоторые зоны начали раскалываться. Эти трещины, начавшись как тонкие трещинки, быстро расширялись, словно по наводке, вызванной интенсивной деятельностью. В стенах ранее гладких и однородных появились новые разломы, а внутри них скапливается пыль и грязь, признаки того, что порода трескается и разрушает сама себя. Бурения и вибрации, вызванные строительными работами, уже подрывали стабильность этого природного чуда. Юаньхай на основе полученных данных понял, если сейчас не остановить деятельность, яма может разрушиться очень быстро. Он срочно дал приказ прекратить все работы, предупредил, что даже минимальные вибрации могут вызвать обвал и разрушение всей древней системы. Он предупредил, что трещины – это не просто повреждения, а активные разломы, которые могут привести к полному коллапсу. Юаньхай заявил, что любые незаконные вмешательства в это место опасны не только для науки, но и для окружающей среды и будущих исследований. Он подготовил окончательный отчет, в котором указал, что система и очень уязвима, и в случае дальнейших нарушений может разрушиться мгновенно, что уничтожит уникальную экологическую и геологическую ценность этого места. Далее он предостерег, что следующий обвал может произойти в любую минуту и, скорее всего, приведет к гибели не только карстовых образований, но и всей заточенной в ними биосистемы. Заключение Юаньхая было ясным. Это место – неизвестный и хрупкий мир, хранящий миллионы лет информации о прошлых эпохах Земли. Его разрушение – стало бы утратой бесценного знания о природе, поэтому он потребовал остановить все нелегальные работы и обеспечить охрану этого уникального объекта. Он отметил, что дальнейшее вмешательство без научных целей и контроля может привести к необратимым последствиям, и предостерег: не стоит играть с природой.